Привет! После моего недавнего обзора на беспроводные наушники вкладыши QCY T8S, которые лично я считаю самым оптимальным выбором из бюджетного сегмента ТВС наушников данного форм-фактора на сегодняшний день, мне довольно часто задают один и тот же вопрос. Что же все-таки купить? SoundPeats True Air второго поколения или же QCY T8S? И вот в сегодняшнем своем ролике я бы и хотел сравнить обе этих модели, так сказать, лоб в лоб, чтобы облегчить тебе этот сложнейший выбор. Итак, начну я, пожалуй, с внешнего вида и удобства использования. Обе сегодняшних модели имеют довольно компактные зарядные кейсы. В принципе, по этой части их можно смело назвать pocket-friendly вариантами. Вес с наушниками внутри в случае с True Air 2 составляет 35 грамм против 41 в QCY T8S. В обоих случаях интерфейс зарядки представляет из себя современный разъем USB Type-C, а вот по аккумулятору немного выигрывает QCY с емкостью в 380 мАч на борту против 300 в SoundPeats. Эта разница не сильно существенная, но тем не менее процентов на 60 зарядить наушники от кейса за эти 80 мА в T8S все же удастся. Не менее важен здесь и способ подключения к смартфону. QCY это делают по открытию крышки кейса, то есть пока ты достаешь гарнитуру, она уже будет подключена. В SoundPeats же дела обстоят по-другому. Для подключения сначала необходимо эти наушники достать. Не знаю кому как, но лично мне нравится первый вариант – подключение по открытию кейса. Сами наушники в True Air второго поколения полностью сделаны из матового пластика, чем в свою очередь QCY похвастать не могут, тут сплошной глянец. Оттого доставать наушники из кейса удобнее в SoundPeats, да и признаться честно, горизонтальная укладка куда удобнее вертикальной. Помимо всего прочего, от глянца зачастую страдает и посадка в ушах. Некоторые пользователи отмечают, что при ходьбе T8S у них так и норовят выпасть из ушей. Я лично с такой проблемой не сталкивался, но не могу не согласиться, что матовое исполнение в True Air 2 гораздо удобнее. Отличительной особенностью наушников SoundPeats являются звуководы, а точнее их положение. В силу того, что они немного повернуты вниз относительно горизонта, звук из наушников имеет более правильную траекторию и попадает точнее в голову. Для них практически не нужно искать определенное положение, чтобы сразу слышать полноценное звучание. Быстро достал их из кейса и уже наслаждаешься любимой музыкой. В QCY для некоторых положений звуковода может показаться неудобным, хотя по-хорошему и по этой части лично у меня полный порядок. Но если вдруг по какой-то причине наушники не будут хорошо сидеть, то как вариант можно обзавестись вот такими вот силиконовыми насадками, которые сделают удобной посадку в твоих ушах. С подобными уплотнителями наушники хорошо садятся в кейс и их контакты достают до зарядных. Крышка кейса при этом закрывается с небольшим натягом, но плотно. В SoundPeats тоже при желании можно использовать такие насадки, но наушники при этом обязательно необходимо немного утапливать в кейс, чтобы их контакты приконнектились в посадочных местах. Также неотъемлемой частью удобства использования я считаю управление функциями мультимедиа, но тут у нас примерный паритет. В обоих случаях это управление полноценное, за исключением одной важной для многих функции. К сожалению, в True Air второго поколения отсутствуют датчики автопаузы, а вот QCY ими обладает, причем при желании эту функцию можно отключить в фирменном приложении, которого, кстати, у Питсов нет. На первый взгляд может показаться, что программа для настройки наушников не особо-то и важна при наличии на борту всех нужных функций. Но как по мне, лучше иметь возможность перенастроить жесты под себя, чем ее не иметь. Что же до наличия в QCY T8S отдельного игрового режима с низкой задержкой, то тут скажу так. Благодаря аудиокодеку aptX, новому процессору Qualcomm 3040 и независимому подключению в True Air второго поколения, по данной дисциплине у наушников наблюдается практически одинаковый результат. Я бы даже сказал, что в первых задержка чуть меньше, нежели у вторых, по крайней мере в PUBG Mobile. Про работу в YouTube я уже даже и не говорю. Все работает ровно, стабильно и отставаний звука от видео я не слышу. А вот по части автономности с явным превосходством лидирует SoundPeats. В моем тесте на 100% громкости они отработали 3 часа и 48 минут, в то время как QCY при тех же условиях показали всего 2 часа и 54 минуты. Как ты понимаешь, разница составляет практически целый час, и это учитывая тот факт, что True Air 2 играют на максималках примерно на 20% громче, нежели T8S, так что при равных условиях этот отрыв получится еще больше. Ну и раз уж я заговорил про звук, теперь расскажу немного и о нем.
Тут я сразу же хотел бы отметить, что звучание в обеих моделях хорошее и мне очень нравится, но даже при таких раскладах по данной дисциплине лидером я считаю все же SoundPeats. Здесь звук более детальный и чуть более объемный, и несмотря на то, что на сегодняшний день звучание по аудиокодеку AAC китайцы научились настраивать великолепно, в данном сравнении Qualcomm'ский чип на A5X делает звук немного интереснее. Ну и плюс не забывай, что True Air 2 звучат при этом громче. Таким образом, плюсик за звук я поставлю все же SoundPeats'ам. А вот по части микрофонов лично на мой слух картина обратная. Мое мнение не поменялось, и я больше склонен в сторону QCY. Ну и в качестве демонстрации их работы я предлагаю послушать тесты обоих моделей в одинаковых условиях. Проверяем работу микрофонов в наушниках SoundPeats True Air второго поколения. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас открываю окна, создаю максимум шума, сюда мне задувает ветер, проезжают еще мимо машины, и вот так отрабатывают или не отрабатывают шумодавы в этих наушниках. Как-то так. Ну и теперь по традиции второй тест с печкой. Сейчас буду прибавлять уровень нагрева в печке на двоечку, вот, на троечку. И вот так вот на четверочку максимум шума мне печка выдает. И вот так вот звучат микрофоны в таком сценарии использования. Не знаю, хорошо ли отрабатывают шумодавы. Я это все посмотрю, конечно же, только на монтаже. Но ты уже прямо сейчас слышишь, как работают микрофоны в этих наушниках. Проверяем работу микрофонов в наушниках QCY T8S. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду по традиции открывать окна, создавать сквознячок вот таким вот образом. Сегодня прям погодка нелетная, снег везде выпал, это просто пипец. Но тем не менее мы сейчас с тобой проверяем наличие шумодавов в данных наушниках и, собственно, общую их работу при вот таком вот шуме в машине, который создается вот этим вот сквознячком. Вот как-то так они работают. Ну и по традиции еще один тест с печкой. Сейчас прибавляю ее на двоечку, на троечку и на четверочку. Максимум шума мне выдает печка, максимум выдувает тепла, и вот так вот работают микрофоны в таком сценарии использования. Можешь, в принципе, прикинуть, как тебя будет слышать собеседник, когда ты будешь ехать в машине, обогреваться зимой на полную и разговаривать по вот этим наушникам. По стабильности сигнала и в целом по работе обе модели спустя время проявляют себя отлично. Никаких проблем по этой части на данный момент я так и не выявил. Что SoundPeats True Air второго поколения, что QCY T8S имеет возможность работы как в паре, так и по отдельности, если один из наушников оставить на зарядке в кейсе. Таким образом, в целом непосредственно по работе этих наушников вопросов у меня нет. Ну и подводя некий итог всему сегодняшнему сравнению, давай посмотрим, что же у нас получается в сухом остатке. Наушники SoundPeats True Air второго поколения имеют следующие плюсы: автономность, общая громкость, более насыщенный звук в сравнении с QCY, а также более удобную посадку в ушах и более практичные материалы корпуса. Из минусов я бы здесь отметил отсутствие приложения для переназначения жестов управления, отсутствие датчиков автопаузы и, как по мне, среднего качества микрофон. А вот в QCY T8S как раз выступит плюсом именно работа микрофонов, способ подключения к смартфону, датчики автопаузы, приложение для настройки жестов, ну и звук по-хорошему я бы здесь также выделил. Он, как я уже говорил, мне в этих наушниках нравится. Что же до минусов, то лично для меня они в этих наушниках минимальны и сводятся всего лишь к одному. Это, разумеется, автономность. По всем же остальным параметрам эти наушники меня устраивают полностью. Разумеется, для тебя в этих наушниках могут быть и другие приоритеты, и какую из этих моделей выберешь именно ты, я не знаю. Но по крайней мере могу предположить, что как минимум дал тебе исчерпывающий сравнительный анализ по этим двум парам наушников. Ну и как ты понимаешь, на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.